Бедные люди. Бедные люди. Люди все уезжают. В Дни Победы и парады восстанавливается обычная ситуация, когда люди спокойно жить не могут. Число погибших после украинской атаки на Рязань выросло до 4. Слова, конечно же, соболезнования, по поддержке. Погибшие есть несовершеннолетний. Есть цитата от Малкова: в 2 пострадавших домах Рязани и на территории предприятия продолжается ликвидация последствий атаки. В ближайшее время приступим к восстановлению поврежденных домов. В нескольких многоквартирных домах также выбиты окна. Оценивается материальный ущерб, написал, соответственно, Малков. Или Малков, в общем-то, это не важно. Что написать, надо делать. Писать и мы, блогеры, умеем. Тем временем, параллельно 1 человек погиб, 3 пострадали в результате атаки по Запорожью. Местные власти об этом сообщают. Состояние 2 из них врачи оценивают как тяжелое. 1 мужчина. Обратите внимание, да, где-то там вверху кто-то ссорится, кто-то не может найти каких-то слов для переговоров, перемирия, каких-то решений вопросов. А умираем мы с вами. Вот я бы вообще больше ни о чем не говорил. Хороший, плохой, просто вот мы мрем. Поэтому спасайтесь, мои дорогие, куда-то перемещайтесь, это мой главный призыв, берегите себя. Вы, сберегая себя, вы сберегаете право на наследие. Кстати говоря, ну давайте не будем забывать о том, что ставится в вину, например, российской власти по поводу вывоза несовершеннолетних с определенных территорий. Ставится в вину то, что их пытаются русифицировать, чтобы они воспринимали свою идентичность как русскую. Ну давайте это берем сейчас без морализма, без встать на чью-то сторону. Как будто какая-то сказка, какая-то история, параллельная история. Хорошо это или плохо? Ну, с точки зрения, да, это грамотно. Почему? Потому что эти люди уже будут иметь право репатриироваться на ту территорию, с которой их спасали из-за проходивших боевых действий. Но они будут туда репатриироваться как русские и будут говорить: это наша земля, она русско-российская и так далее. То есть вот что ставится в вину России по поводу вывоза детей, если кто-то пропустил этот момент. Дело не в том, что их спасали. Спасать, все спасают, это совершенно нормально. Ненормально то, что ставится в вину, то, что им пытаются поменять идентичность. Что еще важно? То, что там, вот теперь переходим к тому, с чего я начал. Есть люди, которые где-то живут, и им падают на голову бомбы. И вот попадались и кадры на всех это территориях, в России, там, и в Украине, когда люди, там, мой дом, мы никуда не поедем. Я понимаю, где-то сложность, где-то материальные проблемы, но мой всегда призыв, я вот сейчас разжевываю, в чем мой призыв: берегите себя, это ключевое. Потому что даже если вы откуда-то уедете, не будете играть в ложный какой-то патриотизм, была бы возможность, конечно же, вот это самая главная, наверное, проблема для адекватного человека. Но когда вы выезжаете, вы что спасаете? Вы спасаете генофонд, то самое право потом заявлять, что такая территория, даже если ее кто-то завоюет, заберет, вы имеете право претендовать на нее в качестве репатриантов, имея свою идентичность. То есть, я к чему? Вот сейчас, да, еще раз, вот отбросьте Украину и Россию, чтобы это никого не триггерировало, не мучило. Просто какая-то территория, инопланета, вот какая-то планета, с какой-то планеты забирают жителей, чтобы им там привить, что они вообще родом с другой планеты, а это просто периферия в дальнейшем. И приезжают туда, они будут, да, поняли, да, вот картинку такую рисуем. Но те, кто там были с другой точки зрения, их тоже надо спасать. Как это, ну, короче, ой, господи, не ТЦКшничать, а вывозить тоже, спасать. Да, чтобы они тоже могли претендовать в рамках своей идентичности, что они на этой планете родились. Понимаете? То есть, с одной стороны, просто полное уничтожение, то есть берегите себя, спасите себя, чтобы предъявлять потом претензии на ту территорию. Но это, еще раз, отталкиваясь от самих событий, но если откинуть в сторону события, то вот в чем смысл моего вечного, очень краткого высказывания в конце практически любого ролика: берегите себя, сберегая себя, вы сберегаете свою родину, свое культурное наследие, свою идентичность, сберегите себя, не слушайте никого. Вот ты здесь умри, а там что-то происходит, там вот этого не должно быть, вы нигде не должны умирать должны только чиновники, которые придумывают различные интересные методы для умирания. Вот они и должны показывать пример, как это должно происходить. Показали, значит, быстренько собачек собой накормили, а мы с вами должны жить, радоваться. Чиновники – это субстанция легко заменяемая, давайте об этом не забывать. Это совершенно практически самое бесполезное, бестолковое существо в любом обществе, вообще абсолютно в любом. Почему? Потому что оно не имеет своей идентичности, оно не имеет своей духовной силы и своей монады Божией. Почему? Оно от нее отказалось. Потому что каждый человек имеет свой талант, какое-то предназначение, да, и мы его пытаемся реализовывать. Мы в конкуренции, мы обычные люди, работяги в каком-то смысле, да, ну кто бы чем ни занимался. Вот. А чиновник это такой, он от всего этого отказался ради бабла, ради того, чтобы представлять интересы общества. То есть он в любом случае, как же это слово, Господи Боже мой, вылетело, вот сейчас, секунду.
обезличился, господи, он обезличенный. Чиновники, по сути, свои обезличены. Они, возможно, сделали это из патриотических побуждений, да дай бог им здоровья. Но они обезличены, они, в принципе, биологический шлак и мусор. Они сами так создали. Они пошли на это, они сняли с себя душу, вынули из себя душу. И вот эти куски биологии, заматанные в очень дорогие костюмы, на очень ваши деньги, они, конечно же, легко заменяемы, потому что, опять же, на такого же, да. Когда люди перестанут хотеть... Да, делать все ради патриотизма, ну тогда проблема с чиновничеством действительно возникнет. Никто не станет туда идти, потому что надо же от души отказаться. Вот, да, ну, от какой-то своей индивидуальности. Вот, но пока что это не произошло, по счастью, таких, кто хочет пойти туда, значит, служить своему любимому обществу, достаточно много, то давайте не забывать, это в своей важности человеческой они не несут. Они от нее отказались ради нас всех с вами. Поэтому если дохнуть, то они первые, потому что в них меньше всего смысла. А мы от своей не отказывались. Поэтому каждая жизнь любого человека, который не отказался, бесценна. Увидимся.